В данном видео мы продолжим разговор о командах, мы узнаем, как добавить команду кнопки, а также рассмотрим все возможные опции команды. Стартуем наш бот. Для целей данного видео мы создали дополнительное меню, назвали его кнопка 1, и внутри этой кнопки для демонстрации работы команд мы создали подменю. Поэтому при нажатии на кнопку мы получаем сообщение кнопки 1 и внутреннюю кнопку кнопка 2. Возвращаемся в главное меню. Итак, для того, чтобы добавить к кнопке команду, мы переходим в редактор кнопок, выбираем нужную нам кнопку и переходим в ее настройки. Выбираем пункт меню «Назначить команду». Как мы помним из прошлого видео, команда должна начинаться со слэш косой черты, состоять из букв латинского алфавита, цифр и нижнего подчеркивания. Давайте зададим какую-нибудь команду этой кнопке. Мы ввели команду button1 и отправляем ее боту. Как мы видим, бот присвоил кнопке команду, а также мы видим, что кроме самой команды в меню настроек присутствуют дополнительные опции. Например, команду можно удалить, нажав на верхнюю кнопку, или включить ей переход по команде. Эту опцию мы пока включать не будем, а просто продемонстрируем, как работает команда без этой опции. Итак, для того, чтобы завершить создание команды, нажимаем «Подтвердить». Команда присвоена, теперь можно выйти из настроек. Выходим из редактора. Для того, чтобы воспользоваться командой, ее можно ввести в текстовом поле и отправить боту напрямую. Давайте так и поступим. Итак, мы ввели команду, отправляем ее боту и получаем сообщение, которое мы видели внутри кнопки 1. Если мы сейчас нажмем на эту кнопку, то мы получим такое же сообщение. Однако при этом мы перенесемся во внутреннее меню. Как вы видите, при использовании команды во внутреннее меню мы не перенеслись, а только увидели сообщение. А при нажатии мы, соответственно, переносимся во внутреннее меню. Давайте снова вернемся в главное меню и изменим настройку «Переход по команде», чтобы получить эффект перехода. Для этого мы снова заходим в редактор кнопок, выбираем нужную нам кнопку, переходим в ее настройки и назначить команду. Для того, чтобы перенести пользователя в то меню, которое он вызывает при помощи команды, нужно переключить опцию «Переход по команде» в положение «Включено». После этого нужно сохранить текущие настройки, нажав «Подтвердить». Выходим из настроек и закрываем редактор. Для того, чтобы пользователь воспользовался командой, не обязательно вводить ее руками в текстовом поле. Вы можете разместить команду в одном из сообщений и позволить юзеру нажать на нее, тем самым отправив боту команду. Для того, чтобы поместить команду в сообщение, мы переходим в редактор постов и редактируем одно из наших сообщений, например, самое нижнее. Итак, мы отредактировали сообщение. Кроме того текста, который там уже был, с макросом переменной, мы добавили сюда команду button1. Отправляем сообщение боту. Выходим из редактора. Итак, как мы видим, теперь в сообщении, помимо текста из переменной, у нас есть и команда. Давайте посмотрим, как это работает команда, если отправить ее боту прямо из сообщения. Нажимаем прямо на команду. И как мы видим, мы перенеслись во внутреннее меню кнопки 1. Это стало возможно при переключении настройки «Переход по команде».